Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Много мне поступает вопросов в комментариях, как развести Данио Глафиш, в частности. Как поднять малька, чем его кормить, какая температура и все остальные вопросы, касающиеся разведения Данио. Вот в сегодняшнем видео мы с вами отсадим рыбок на нерест. Я покажу, какие нерестовики, сколько я наливаю воды, какая температура. Получим от них, соответственно, икру. Потом посмотрим, как развивается личинка. И, конечно же, увидим малька. И попробуем его 5-7 дней покормить. Посмотрим, что у нас с этого получится. Для этой цели у меня есть вот производители отобранные. Самочки, конечно, сильно уже такие толстые. Красные и зеленые. Мы сейчас их по парам разобьем. И посмотрим, что у нас из этого получится. По классике, конечно, на нерест отсаживать одну самочку и 2-3 самца. Но мы немножко отойдем от этого и сделаем нерест групповой. То есть посадим пару самочек, может тройку, и несколько самцов. Для этой цели я подготовил вот такие два нерестовичка. Значит, воды примерно 10 в одном сантиметров, в одном 12, ну можно даже и меньше. Можно сделать по 10 сантиметров в обоих нерестовиках. Но у меня просто в правом сидели пара тернец, и они не отнерестились, и я использую ту же воду. Значит, на дне находится у нас сеточка. Сеточка садовая, пластик обычный. Размер ячейки 4 на 4 миллиметра. Значит, стоит у нас обогреватель для того, чтобы поднять температуру до 25-26 градусов, потому что на разводне примерно 23 градуса. Нужно чуть больше. И аэрация. Здесь стоит в этом, здесь не стоит, здесь стояла до того. То есть рыбкам, в принципе, их тут немного. Им достаточно будет и без аэрации воздуха здесь. Ну все, ловлю я сейчас производителей и сажу по местам. Прошла секунда. Рыбки отловлены. Думал сначала по цветам садить, а потом решил перемешать. Зеленых с красными. Еще он даже одна такая оранжевая попалась самочка. Думаю, посажу. Перемешивание крови, оно даже лучше будет. Вот, смотрите, здесь толпа такая. Там, по-моему, пару самочек. Может, 3 и самцы. И здесь вот они уже гуляют. Кстати, на дно обычно я этого не делаю, но здесь вот поставил такой субстракт, ну типа для того, чтобы как вроде бы это водоросли какие-то, ну как бы это возбуждает их еще больше, этих рыбок. Вот, они там запутываются там и выбивают самцы у самочек икру. Вот они уже сейчас их уже колбасит, видите как? Только посадил, они уже что-то там творят. И завтра утром, может я не успею завтра с утра снять, ну к обеду, я думаю, мы снимем, посмотрим, какой у них будет результат. А может быть зайду на разводню с утра и еще с утра сниму, посмотрим, что здесь будет происходить. Приделал я этот субстракт таким камнем от аэрации, вставил его просто в сеточку, и он как бы держит это все наши такие водоросли, так скажем. Итак, друзья, обед следующего дня. Смотрим, что у нас тут произошло. С утра проявлялась активность. О, смотрите, у нас в первом нерестовике самочка каким-то образом непонятным просочилась через сетку. Ну, там пару икринок есть, но я не думаю, что она всю съела икру. Короче, в этом нерестовике нереста как такового не было. Возможно, эта самочка, которая вот там забилась туда, она, наверное, может, и она и начала нереститься, потому что несколько икринок есть. А остальные нет. Ну, наверное, мы этих всех наших производителей с этого нерестовика, сейчас я самочку сюда наверх переправлю, да, оставим на вторые сутки. А может, они еще до вечера отнерестятся, когда самочку сюда выставим. Так, вторая
коалиция. О, смотрите, у вторых икры там немерено. Смотрите. Вон видно, она и зелененькая такая есть, и красненькая. Короче, будут разноцветные рыбки. И там, кстати, под дальней стеночкой тоже есть. То есть эти производители нормально сработали. То есть икра. И это хорошо. И она практически вся хорошая, я посмотрел. Значит, мы этих уберем. А вот этих друзей оставим еще. Посмотрю, может здесь какая-то самочка еще толстая, то я ее к этим переброшу. Пускай завтра еще пробуют нереститься. Вот такие пироги. Итак, смотрите, отсюда я убрал сетку, убрал производителей. Смотрите, икры здесь достаточно много. Видно, она такая есть и красная, и зеленоватая. Значит, сюда сейчас растворю я пол таблетки, на вот это 5 литров воды здесь объем. Растворю пол таблетки ретромицина, поставлю сюда продувочку и оставим икру развиваться. Значит, для чего это делаю? Это делаю для того, чтобы обеззаразить воду, для того, чтобы здесь не развивались болезнетворные бактерии, которые могут помешать нормальному развитию личинки и в дальнейшем малька. Значит, синьку не добавляю. Почему? Синьку у меня свежей синьки нету, а та, которая уже просрочена, смысла ее нет добавлять, потому что она все равно не поможет. В последнее время пользуюсь эритромицином. Ну а здесь, друзья, остаются на вторые сутки. Вот сюда посадил эту самочку такую розовенькую, видите, или оранжевую, вот она там плавает. Возможно, завтра они что-то изобразят. Ну, посмотрим. А сюда потом поставлю через день, через два, возможно, аэрлифтный фильтр, который будет аэрировать воду для лучшего качества воды. Можно видеть, с левого нерестовика я уже рыбку убрал. Значит, они отнерестились. Икры там буквально пару десятков. Ну, нет смысла за ней там наблюдать, там ее там выращивать и так дальше. Мы ее просто уберем и все. А вот в этом нерестовике, то есть уже 1,5 суток от момента нереста, есть икра, немножко есть плохой, а есть и хорошая, зеленая, красная. И у них уже там даже можно, если присмотреться через увеличительное стекло, разглядеть эмбриончик, который там шевелится. И у него уже начинают окрашиваться глаза. Итак, друзья, 2,5 суток прошло с момента, как был у нас нерест Данио Лафиш. И вот смотрите, можно видеть в икринках такие черные точечки. Это говорит о том, что в ней развивается личинка. В отличие от других рыбок, личинка развивается в икринке до того момента, что практически, когда она выклевывается, уже сформированный малек. В отличие от других рыб, у которых личинка выклевывается, там, например, на вторые сутки, и она совсем беспомощна. А здесь уже даже видно, если присмотреться ближе, можно увидеть и глаза, и даже видно позвоночник этой рыбки. Вот смотрите, я приблизил, видите? Прямо видно развитие эмбриона в середине. Вот эти такие черные полукруглые личинки, это и есть будущий малек. Незаметно пробежали 3,5 суток. И вот можно видеть, из икринки уже вышла личинка. Она вот начинает прикрепляться к стеклам. Какая-то часть там на фильтре ее сидит. Справа вот на стеночке тоже висят они. На дне большое количество еще ее есть. Что мы сейчас делаем? А ничего мы не делаем. Мы продолжаем ждать, когда малек начнет плавать. Я думаю, что это будет уже в ближайшие сутки-полтора.
И тогда нужно будет, самое основное, это не пропустить первое кормление. Так как малек Данио очень мелкий, то рекомендуется в первое кормление дать ему инфузорию. Либо, как в моем случае, я даю солоноводную коловратку. Тоже мелкий рачок, который хорошо Данио поедается. Но я думаю, что мы покормим его и рачком, и коловратки, да? И попробуем получить инфузорию. И тоже покормить инфузорией. Посмотрим, как лучше или что лучше малек кушает. Но я думаю, это будет примерно одинаково. Ну а сейчас не переключаемся. Ждем следующего включения, когда малек начнет плавать. Ну и конечно же, друзья, кто досмотрел до этого момента, значит, видео ему не бесполезное. Поставьте обязательно лайк. Ну и не забудьте подписаться на канал для того, чтобы не пропускать следующие интересные видео. Вот можно видеть на дальней стеночке, возле дальней стеночки, за фильтром достаточно много личинки. Итак, еще секунда, друзья. Смотрите, 4,5 суток от момента нереста. И вот как вы можете видеть, вот смотрите, некоторые личинки еще висят на стеклах, а некоторые, смотрите, уже превратились в мальков и начали плавать. Вот именно этот момент нужно не пропустить. Вот смотрите, слева на стеночке еще висят личиночки, видите, там вдалеке слева, и справа на стенке вот висят, вот можно видеть. А некоторые вот уже плавают, то есть это уже полноценные мальки. И вот сейчас нужно их покормить. В этот уже момент. Солоноводной коловраткой будем кормить. А завтра попробуем инфузорией покормить. Вот коловратка можно видеть. Вот она здесь. Такая мелкая, плавает. Сейчас я ее с очком поймаю и прямо туда им заброшу в нерестовичок. Ну вот, смотрите, коловратка заброшена. Вот видите, такие мелкие беленькие точечки. Это и есть, это солоноводная коловратка. И вот уже некоторый малек начинает за ней охотиться. Пытается ее поймать. То есть это и есть первый и основной корм. И основной момент, который не нужно пропускать. Потому что если дать, например, мальку покушать там на сутки позже, да, получится так, что некоторые из них уже истощат свой организм, которые начали плавать раньше. И могут они просто пропасть. Либо у них нарушится какой-то процесс внутренний, и они будут плохо развиваться. Ну а вот эти, которые на стеночках висят, они постепенно тоже начнут плавать. А мы будем потихоньку им подбрасывать коловратки. И они будут тоже питаться и хорошо развиваться. Это очень важно, не пропустить первое кормление. Вот можно видеть, личинка, видите, еще, которая не превратилась в малька. Но они постепенно вот начинают уже такие движения делать. Она еще висит на стеночках. И на дне нерестовичка тоже достаточно много личинки. Ну, я думаю, к вечеру, завтра, к утру они точно все поплывут. Ну вот еще одна секунда. И 6,5 суток прошло от того, как наши Данио отнерестились. Вот такая рыбка. Вот такие Данио уже у нас есть. Смотрите. Их там нормально. Они вот на дне, сколько их, или возле дна. Вот смотрите, вот они плавают все. Короче говоря, нормальное такое количество. А вот можно видеть. Разноцветная рыбка. На данный момент она питается коловраткой солоноводной. Я еще сегодня не кормил вечером ее. Просто решил вам показать. Но как и обещал, мы ее покормим инфузорией. Но это, наверное, будет завтра. Я поставлю инфузорию отстояться. Если у меня получится с аулофоруса, ее возьму в воду. И попробую оттуда ее отфильтровать, и мы тогда их покормим. А сегодня дадим им просто коловратки, и они
будут потом отдыхать. Вот видите, и красные, и зеленые рыбки видно. Разноцветные. Вот, пожалуйста, вид сверху на них. На дне немножко мусора. Но это не страшно. Вон там рыбки тоже есть. Ну, короче, разбрелись по всему аквариуму. Друзья, ну вот смотрите, у меня здесь живет аулофорус вот в таких лоточках, да? Вот здесь, ну, чуть мерцает, но извините. Вот он. И здесь в нем вот эта вода, в которой находится мочалка, в ней очень много инфузории. Вот я взял вот такую колбу. Когда-то уже показывал, но извините, что мерцает. Налил сюда воды от аулофоруса. Сейчас я вам попробую показать чуть ближе. Сейчас, секунду, подсвечу другим фонариком. Вот так, например. Сейчас. Вон там аулофорус есть. Вот смотрите, вот уверху здесь чистая вода. Без ничего тут нету. Ну, чистенькая. И через мочалку находится грязная эта вода. И вот уже, смотрите, инфузория, вот она вверху, прямо ее видно. Маленькие точечки перед мочалкой. Она устремляется в чистую воду. И завтра к утру, сегодня уже вечер, темно уже на дворе, 11 часов вечера даже, точнее. Вот эта вся инфузория, которая здесь скопилась внизу мочалки, вот видите, ее сколько мелкой-мелкой, она вся будет вот здесь вверху. И мы тогда отсюда наберем обычным шприцом и дадим малькам Данио покушать. Итак, еще секунда, наступило утро. И вот смотрите, наша инфузория. Вот она сосредоточилась вся вверху, смотрите. Там внизу ничего нет, чисто уже все. А вся эта живность находится вверху. Вот, пожалуйста. Такое ее количество. Сейчас мы наберем ее в шприц и выльем нашим малькам. Вот шприц беру обычный вот такой. Ну, наверное, на 20 кубиков. Вот сюда вот так опускаю. Еще вот так такими движениями перемешиваю здесь чуть-чуть инфузорию, чтобы она со стеночек снялась. И вот таким вот образом, одной рукой неудобно, набрал я ее. Теперь переходим сюда к малькам. Вот они у меня здесь находятся. И я им сюда вот так высыпаю. Здесь немножко, здесь. Вот, и все вылили. Сейчас мы посмотрим, что там у них происходит. Вот смотрите, что тут у них происходит. Инфузории, короче, немерено. Даже не надо двигаться этим малькам. Прямо хватай и кушай. Сейчас, через 10 минут, 15, мы посмотрим на их животики. Я думаю, они будут наполненные, будут толстенькие и белые. Вот наши рыбки немножко покушали. Смотрите, у них видно животики такие беленькие, точечки. То есть это говорит о том, что они едят инфузорию. Пробовал давать им уже артемию, но они артемию еще не хотят. Видно, она еще большая для них. А вот инфузорию кушают хорошо. Вот смотрите, вокруг них сколько инфузории. Вот они ее поедят в течение там 2-3 часов. Итак, друзья, сегодня 10 дней, как у нас прошел нерест. Ну и примерно 6 дней, как у нас малек начал плавать. Питается он пока еще инфузорией. Артемию не хочет брать. Ну как, некоторые берут, но очень мало. Вот я им подбрасываю ее по чуть-чуть, но в основном едят пока инфузорию и солоноводную коловратку. Вот еще прошла секунда. И у нас 2 недели как был нерест. Вот такая красивая рыбка. Питается уже полностью артемией. Хорошо растет. И проблем нет
никаких. Вот так легко и просто, ну, для меня так кажется, не знаю, как для вас, разводится такая красивая рыбка, как Данио Глафиш. Пожалуйста, кто досмотрел до этого момента, поставьте лайк видео. Кто не подписался еще, подписывайтесь. Если есть возможность, желание стать спонсором канала, нажимайте кнопочку «Спонсировать» под этим видео. И ваши небольшие пожертвования ежемесячные будут помогать развитию канала и разводни. Всем спасибо, до встречи в следующих видео. Пока.